В 2018 году состоялась премьера документального фильма «Три одинаковых незнакомца». В основе сюжета реальная история трех братьев, специально разлученных после рождения в 1961 году Роберта, Эдди и Дэвида, которые лишь в 19 лет узнали о существовании друг друга. В 1980 году Роберт приехал учиться в колледж неподалеку от Нью-Йорка. Первый учебный день тут же поразил парня. Любой проходящий мимо студент здоровался с ним, называл Эдди и похлопывал по плечу. Словно Роберта здесь знали не первый год. Объяснение странному поведению коллег по колледжу нашлось, как только парень переступил порог своей комнаты в общежитии. Его сосед Майкл тут же понял, новый студент, вылитый Эдди Галланд, его прежний сосед, который переехал учиться в другой колледж. Парня поразило не только внешнее сходство Роберта и Эдди, но и манера говорить, смеяться и даже жестикулировать. А когда Майкл выяснил, что и дата рождения 12 июля 1961 года у парней одинаковая, сомнений, что они братья-близнецы, не осталось. Естественно, Роберт тут же разыскал брата. Оказалось, что они читают одни и те же книги, предпочитают одни и те же фильмы и даже цитируют из них одинаковые фразы. Конечно, встречу двух братьев, похожую больше на сюжет мыльной оперы, тут же подхватили местные СМИ. И благодаря им Роберт и Эдди узнали о существовании своего третьего брата Дэвида. Тот, увидев сюжет о близнецах и поняв, что он их точная копия, сам связался с парнями. Тройняшки вмиг стали знаменитостями, поступили на один и тот же курс по международному маркетингу и вскоре открыли ресторан «Тройня». И все было бы хорошо, если бы Эдди не стал периодически впадать в состояние депрессии, что подтолкнуло его к самоубийству в 1933 году. После этого Роберт и Дэвид сменили род деятельности. Первый стал адвокатом, а второй — страховым агентом. История тройняшек все это время не давала покоя журналисту Лоуренсу Райту. И тот решил провести свое расследование. В результате братья узнали, их разлучили ради эксперимента. Тройняшек родила девушка-подросток и, как оказалось, детей было 4, но один ребенок умер во время родов. В возрасте 6 месяцев мальчики были разлучены. Дэвид, Роберт и режиссер документального фильма об эксперименте. Психоаналитик, директор Центра развития ребенка при Еврейском семейном совете Питер Найбауэр решил узнать, что больше влияет на характер и становление человека: воспитание или природа. Через некое престижное агентство по усыновлению детей намеренно поместили в 3 разные семьи, которые отличались уровнем достатка и подходами к воспитанию. Первая семья относилась к среднему классу, вторая — к рабочему, а третья была зажиточной. Все семьи 2 годами ранее удочерили девочек в этом же агентстве. Никто из родителей не был в курсе эксперимента, как и не знал о существовании идентичных близнецов своих приемных детей. Визиты специалистов родителям объясняли как обычную практику при усыновлении. Поначалу исследователи навещали мальчиков не менее 4 раз в год, по мере их взросления встречи сократились до 1 раза. Дети проходили тесты на когнитивные способности, все встречи записывались на камеру. Официальное исследование длилось 10 лет, но из некоторых отчетов становится ясно, что за мальчиками наблюдали и по истечении этого срока. Роберт, Эдвард и Дэвид были не единственными детьми, которым посчастливилось участвовать в подобном эксперименте. Их было гораздо больше, но точное количество неизвестно. До сих пор результаты исследования не были опубликованы. Бумаги хранятся в Йельском университете, а доступ к ним ограничен до 2065 года. Роберт и Дэвид до сих пор сетуют, что ни еврейский совет, ни Найбауэр так и не принесли им извинений за свои действия. Более того, вплоть до своей смерти в 2008 психоаналитик настаивал, что поступил правильно. Ведь этим экспериментом он доказал, что гены влияют на человека гораздо сильнее, чем то, в какой среде он вырос. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.